Привет, друзья! Вы на канале Алекс Моторный, и сегодня мы продолжаем наши видеопрогулки по улицам и улочкам города Харькова. Предлагаю прогуляться вместе со мной по улице Коцарской. Данная улица расположена в Ленинском административном районе города или в историческом районе Залопань. Несмотря на то, что улица достаточно небольшая, ее длина чуть более километра, она одна из древнейших в городе. Начало Коцарская берет у Благовещенского собора, а вот заканчивается в 5 минутах ходьбы от станции метро Южный вокзал. Жилых домов на Коцарской не очень много, в основном двух- и трехэтажные дома, а их жильцы знают историю улицы буквально на зубок. Дорога и тротуары на улице асфальтированы, вдоль улицы растут деревья. Возникла улица в конце 17-го – начале 18 века. На ней жили ремесленники, изготовлявшие односторонние с длинным ворсом ковры – коцы, откуда и пошло название улицы. В 18 веке такие ковры были распространены в Украине, особенно в Харькове и Полтаве. В начале 19 века в Харькове этим промыслом занимались в 50 дворах Коцарской улицы. У каждого ремесленника дома стояли 2 или 3 станка, на которых работали преимущественно женщины. Шерсть для ковров ремесленники покупали, окрасили ее сами. Ежегодно в городе изготовлялось до 120 тысяч коцов. Большую часть их вывозили для продажи на Дон, северные губернии, а также за границу. К сожалению, сейчас уже нет ни одного мастера по таким коврам. Наверное, возможно потому, что рынки заполонили дешевые китайские ковры. Харьковчане, которые обитают на Коцарской, очень любят эту улицу. В 1883 году часть улицы замостили. В это время начали строиться первые каменные здания. Во второй половине 19 столетия на Коцарской жил украинский поэт Яков Иванович Щеголев. Здесь он написал сборник поэзии Ворскла в 1883 году и Слобожанщина в 1898 году. Дом, который сейчас перед вами, под номером 18, был продан наследниками Данилова, архитектора Федора Ивановича Данилова, жене купца Марии Алексеевне Жмутской, и она произвела в нем настолько масштабные перестройки, окружив его флигелями для продажи мануфактурных товаров, что распознать в нем первоначальный облик непросто. Деревянный дом внутри двора и вовсе был снесен. Тем не менее, никакой мемориальной плиты на стенах этого дома, где жил и работал выдающийся для своего времени архитектор, нет. Оказывается, можно произносить название улицы как через А, так и через О – Коцарская или Коцарская. Оба произношения будут правильными, как, например, туннель или тоннель. Строго говоря, эта улица называлась Коцарской раньше, сейчас ее название Коцарская. А впереди виднеется здание кондитерской фабрики «Харьковчанка». На улице Коцарской в Харькове можно встретить вот такое творчество на стенах домов. Прогуливаясь по улице Коцарской, нельзя не обратить внимания на небольшой одноэтажный особнячок под номером 21. В нем большинство краеведов и интересующихся историей определит дом чиновника или мелкопоместного дворянина. Возможно, он имеет все присущие черты для такого определения. Но на деле владельцем дворового места под номером 21 была представительница одной из самых богатых купеческих династий империи Мария Федоровна Морозова. Ее супругом был известный промышленник, мануфактур-советник, купец первой гильдии Тимофей Савич Морозов, владелец Никольской мануфактуры и основатель фирмы Сава Морозов сын и ко.
Дом представлял собой типичную постройку для Харькова, имел вход со двора, по 7 комнат на каждом этаже и деревянную галерею. В 1896 году на Коцарской была построена кондитерская фабрика Бормана, одно из значительных предприятий того времени. В 1918 году фабрика была национализирована. Вы видите эту фабрику сейчас перед собой. Кстати, она работает и сейчас, но уже под другим, более привычным для нас названием – кондитерская фабрика «Харьковчанка». В 1895 году Григорий Николаевич Борман получает разрешение на строительство кондитерской фабрики в Харькове и покупает дом 24 на улице Коцарской. А в 1896 в Харькове открыта фабрика товарищества Жорж Борман по производству бисквитов и шоколада. Заложено новое трехэтажное здание фабрики. В 1900 году продукция товарищества Жорж Борман удостоена 2 гран-при на Всемирной выставке в Париже, а в Харькове открыт фирменный магазин на Николаевской площади, ныне магазин «Ведмедик». Давайте еще немножко полюбуемся архитектурными творениями на улице Коцарская. В 1916 году на улице открылись мастерские по пошиву одежды для армии. После революции здесь была создана еще одна пошивочная мастерская. В 1920 году эти мастерские шили одежду для первой конной армии. В конце 1921 года мастерские были объединены в швейную фабрику. К 5-летию Великого Октября фабрике присвоили имя Тинякова, участника борьбы за власть Советов в Украине. На улице Коцарской есть еще одно знаковое место – дом под номером 36/38. Об этом здании ходят легенды. Это здание как раз сейчас перед вами. В начале века здесь жил итальянский архитектор со своей семьей и прислугой. Говорят, что он спрятал в подвале золотые и серебряные монеты и фамильные ценности. Много людей их искало, но они ничего не нашли. А во время войны с фашистами в этот дом попал снаряд и разнес часть здания. Старожилы говорят, что именно в этом месте и припрятан клад, который теперь погребен окончательно под фундаментом. Разгребать его и искать сокровища так никто и не решился. Во время Великой Отечественной войны многие здания, предприятий и жилых домов были разрушены. Какие-то из них были восстановлены, сохранившиеся реконструированы. В послевоенные годы улица снова ожила. Построились несколько жилых домов. Коцарская, 52. Пожалуй, последние старые ворота на улице. Почему-то мне кажется, что эти старые ворота не вписываются в интерьер этих 2 домов. Но это мое сугубо личное мнение. В 1964 году по улице провели троллейбусную линию, которая связала центр города с железнодорожным вокзалом. Сейчас по ней ходит троллейбус 11 маршрута от проспекта Дзюбы до Благовещенского собора. Перед вами здание Харьковского областного военного комиссариата по улице Коцарская, 56. Несмотря на то, что улица считается больше промышленной, харьковчане, которые обитают на Коцарской, очень ее любят. Уверяют, что здесь очень много преимуществ, рядом метро, центр, а то, что немного зелени и скверов, не беда. В двориках можно самим обустроить небольшой оазис. Разная, конечно, архитектура на этой улице. К концу нашей видеопрогулки я уже сам стал заговариваться, называя улицу то Коцарская, то Коцарская, то Коцарской. Но думаю, что это не столь важно.
Главное, что все понятно. Это уже конец улицы Коцарская. Наша видеопрогулка подходит к завершению. Дорогие друзья, не забывайте подписываться на канал, если кто еще не подписан, писать и оставлять комментарии, ставить лайки под видео. Благодарен всем, кто досмотрел это видео до конца. Оставайтесь на канале, впереди вас ждут еще очень много видеосюжетов о любимом городе Харькове и его достопримечательностях. С вами был Алекс Моторный. До новых встреч!